Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу подарить практикам очень дельный, нужный ритуал. Есть вещи, которые я отдаю только своим друзьям, близким людям и не показываю в эфире. Есть очень много вещей, которые остались от моих предков, и я, конечно, ими не делюсь. Когда-то 4 года назад я отдала женщине заговор своей прабабушки. И очень сильно за это расплатилась. Я поняла, что есть вещи, которые никак нельзя кому-то отдавать и делиться ими. Это очень наказуемо. На самом деле, к сожалению большому, из-за того, что появилось очень много непонятных людей, знаете, я их называю фарисеи в магии. Вот как в Древнем Израиле были фарисеи, лицемеры, люди, которые якобы служили, а на самом деле у них не было ни веры, ни служения, ни страха, ничего. И вот точно такое же фарисейство в магии появилось. И это фарисейство настолько, не скажу, что унизило, но принизило очень сильно вот это таинство магии, величие магии, когда нужно было определенные вещи, определенные ингредиенты, определенные атрибуты находить для того, чтобы помочь человеку, для того, чтобы вытащить с того света. Настолько это все стало примитивным, настолько это показали общедоступным и якобы таким, знаете, безобидным. То, что могут делать все подряд, то, что каждому дано и каждому суждено, что люди забыли, что было время, когда старые женщины в селениях, куда возили помочь вылечить больных. Эти женщины очень строгие, очень спокойно уверенные в себе, брались за очень страшные вещи, вытягивали человека с того света и говорили: нужно делать то-то, нужно нести это, нужно там оставить так, так положено, так надо. Никто лишних вопросов не задавал. И это было очень закрыто, очень окутана таким ореолом уважения, почитания, благодарности к этим людям. И поскольку очень много появилось шаромык, и очень много было людей, которые попробовали, которые споганили себе жизнь различными всякими ритуалками, всякими там, всякой хренью, прочее, прочее. С одной стороны, конечно, людей винить не нужно, потому что действительно это такие вещи, которые очень сильно испоганили им жизнь, очень, очень сильно испортили их судьбу. С другой стороны, люди сами виноваты, если им кажется, что такие древние знания всем доступны, общепонятны, и они за это наказываются. И никак людям не втолкуешь, что за такие знания есть очень большая ответственность, очень большой откуп, очень большая жертвенность. И берутся огромные жертвы, берутся огромные, то есть с тебя убытки иногда за что-то, да? Не объяснишь людям. К сожалению, люди стали менее грамотны в этом отношении. Но однако даже такие люди, которым кажется, что, как говорят, не верят ни в черта, ни в Бога, да, даже такие люди бывают очень сильно наказаны за свои излишние разговоры, излишние движения вокруг такой великой древней мудрости, как магия. Продешевили, вот в чем дело. Очень многое продешевили, к сожалению. И это дает повод людям думать, что они могут говорить все, что хотят, и безнаказанно жить дальше. Увы, их наказание не общее, открыто, понимаете? Облаивание человека видно везде, а вот как они наказались потом, мы же не видим. Но самое главное, что они-то это видят и делают выводы, если они не глупые люди. Вы знаете, я недавно спросила близкого мне человека, я говорю: вот ты человек со стороны, вот смотришь на это все, вот для чего мне это все дается постоянно? Знаете, он мне ответил: для того, чтобы ты еще сильнее стала, вот для чего тебе это дается. Это действительно так, потому что с каждым натиском мы становимся сильнее и сильнее. Моя публика отборная, я говорила и повторяюсь.
Со мной останутся только умные, сильные личности. Привыкшие к халяве, привыкшие к дешевизне, привыкшие к ширпотребу люди отсеются, уйдут, и я рада этому. Никто меня не поймет так сильно, так близко и как бы я хотела, как тот человек, который либо прошел мой путь, либо моей профессии, либо сам в этой жизни видел очень много трудностей. Вот эти люди, прожженные, прошедшие уже тысячи адов в своей жизни, они меня поймут и поддержат. И вот один такой человек для меня стоит тысячи на самом деле. Вот почему я очень держусь именно за свою публику, вот почему я очень отборно выбираю, вот почему я грубо выталкиваю недалеких людей, потому что недалекие люди мне забирают очень много энергии и сил, которые я могу подарить умным людям. Вот на днях я провела столько разъяснительных бесед, прямой эфир, да, и так далее. И я сегодня, когда уже заработалась, кстати, пару дней я буду заниматься только делами, потому что я днем занимаюсь, вечером занимаюсь, потом снимаю, я практически сплю утром, можно сказать, пару часов. Вот смотрите, который час. Вот, собственно говоря. Я поняла, что я должна просто оставить эту публику не очень разумную, которая мне пишет каждые 5 минут. Я говорю, не звоните, мне звонят каждые 5 минут. Я говорю, я же сказала, мне звонить нельзя. Некогда, я не могу сидеть с вами часами говорить. Я не могу сидеть часами слушать про ваших любовниц, ваших мужей, про то, как они вас там оскорбили, что там... Я не люблю помогать слабым людям, я не буду им помогать. Люди, которые ноют и плачут сутками, этим людям помогать и бесполезно, потому что они все равно, они ничего не делают для того, чтобы у них двигалось что-то вперед, понимаете? Ты снимаешь с человека все препятствия, остальное он сам делает. Ты его за руку вести не можешь всю жизнь. Ты снимаешь препятствия, его преследуют, перестают преследовать. Ему трудно найти работу, он найдет работу, как только начнет искать и так далее. Ты снимаешь препятствия, но ты всю жизнь нянчиться с ним не можешь. Это нереально, невероятно и не нужно. И поэтому, когда человек начинает свой рассказ с километровых писем, я говорю, не пишите мне такие огромные письма, пожалуйста. Причем видно, что скопировано, что человек везде всем посылает это, потому что там скопировано и время, там дата есть и так далее. Дата вчерашняя, а мне сегодня идет, да. Ну, нету дураков-то, умные люди в основном рядом с... И человек, я как бы меня и не слышит, знаете, игнорирует мои слова, опять пишет, вот, потом они мне так сказали, потом я поехала туда, они мне потом вот так говорят, и мне ночью видение, потом мне возле кладбища я увидела, потом я нашла фотографии и так далее, потом... И я говорю, вы знаете, ну вот я объясняю человеку, да, что у него полностью, и говорю, дело в том, что это надо убрать. Ну, уберите тогда. Я говорю, я просто так не убираю. Я и сейчас вам говорю, дорогие друзья, у меня больше 3000 разных бесед, ритуалов, подаренных практикам, простым людям, исторических бесед. У меня сайт, у меня очень много подаренных книг, вы знаете об этом, да? Я человек щедрый, но в меру. Есть вещи, которые действительно просто так щедро раздавать нельзя, потому что я не хочу платить своим ребенкам за чье-то счастье. Извините меня. Вы посмотрите на жизнь сельских знахарей. Посмотрите, чем они платят за бесплатную помощь людям. Якобы бесплатную, опять же. Они приносят, конечно, каждый приносит и так далее. Но есть определенный лимит. Если для чего берется плата? Если человеку очень нужно, и поэтому он обращается даже за консультацией, ты понимаешь, что человеку действительно реально нужна помощь, и ты помогаешь. Ты смотришь, ты вникаешь в их сферу. Это сила, это время. А если человек просто сидит, пьет чай и говорит, ну посмотрите меня. То есть она себя развлекается и должна сидеть, смотреть, потом сказать, и она то захочет. Понимаете, когда человек оплачивает, когда человек расплачивается, он к этому относится серьезно. Вот давайте на спор выйдем на улицу и будем раздавать духи Шанель всем подряд. Люди это не оценят, потому что они за это ничего не отдали. Потому что они ничего не потеряли. А когда человек копит несколько месяцев и покупает Шанель, он обожает эти духи, потому что
он добился своего, захотел, и он сам себя уважает. Человек, который оплачивает твой труд, он тебя и ценит. И он целенаправленно себя включает, понимаете, в голове включает определенный механизм, потому что он знает, он оплатил, и он ждет хорошего положительного результата. Он настроен на хорошее, и это получается. Человек, который ничего не потерял, ему все равно, ну, получится или не получится. Он в это время, пока тебе пишет, он еще 10 напишет туда-сюда. И у всех попросит помощи. И всех привлечет. И все будут что-то делать. А потом скажет, я не знаю, вы помогли или нет. Меня очень сильно обидела девушка из Украины, когда она попросила помочь ее подруге. Она сказала, сколько нам вам отправить? Я говорю, не нужно. Я пока сделаю. У нее с позвоночником связано. Не буду называть, естественно, это не нужно. Я сказала, я сделаю. Когда это пройдет, когда станет легче, вот тогда вы сами решите. Вот в этом есть определенные работы, когда ты не называешь. Ты говоришь, сами решите. А есть работы, которые четко нужно вот столько или столько. И мне не идут абсурдные цифры. Я спрашиваю, я задаю вопрос определенным сферам, наверное, как вам назвать. Конечно, они не отвечают мне напрямую. Напрямую это было бы смешно. Напрямую это одержимые люди слышат голоса. Это приходит, эта информация, именно то, что должен терять данный человек. И он соглашается. Но вопрос не в этом. Так вот, у нее прошло, ей стало легче. И мне пишут, вы знаете, мы вот думаем, это врачи сделали или вы сделали. Вот мы хотим определиться, как бы от кого облегчение наступило, чтобы понять, это вы, ваша работа или нет. Я сказала, не вопрос. Давайте то, что я сделала, заберу обратно, и вы сразу поймете, врачи это сделали или я. Справедливо? Вот скажите честно, это справедливый ответ? Да, я же не поругала, не сказала, а вы такие-сякие, вы это. Нет. Я сказала, давайте так сделаем, товарищи. Я просто заберу то, что я сделала. И когда это все обратно вернется, вы сразу поймете, откуда было облегчение. И вот поэтому я вам говорю, когда человек не ценит твой труд, он целенаправленно не ценит, и он не настроен на то, что это ему поможет, потому что он не ценит. Он же ничего не потерял. Ну, получится, получится, не получится, не получится. Нечего терять. Так вот, основная цель сплетен, которые о тебе разносят, это найти недовольных. Много чего сочиняется. Вот я недавно почитала вот эту хрень собачью. Инга отправила меня на кладбище. Я ночью пошла, и она вот... И мне так потом было плохо. Другая пишет, да, я тоже пошла ночью. Потом у меня головные боли были, всякое такое. Вы знаете, что я вам скажу? Я самый ярый борец на сайте за то, чтобы люди, простые люди, трогали магию, более такие сферы страшные, которые им не подвластны. И только идиот поверит, что я кого-нибудь когда-нибудь отправляла на кладбище, тем более ночью. И люди, которые меня знают, не то что не поверят, они посмеются и пойдут дальше. Если человек просто так беспочвенно такое пишет, конечно, он конченая личность, потому что требовать правдивость можно только у достойной личности. Если нету порядочности, там нету и правды. Если человек ничем не гнушается, он может и врать, он может и плакать, он может все что угодно. Я 100 раз говорю, киньте переписку, киньте смс-сообщение, где я кого-то отправляла на кладбище или куда-нибудь еще, и вы пошли, и с вами это... Покажите, вот сообщение покажите, пожалуйста. Вот иди на кладбище во столько и так далее. Да? Я первая противница вот таких вот ритуалов и простым людям, чтобы такие ритуалы вообще были недоступны. И я отправляла кого-то на кладбище. Это смешно. Но это ладно. Так вот, цель таких людей, которые кучкуются, выявить недовольных, чтобы против тебя были факты. Когда фактов нет, они это сочиняют. Они это будут сочинять. Дорогие люди, недовольные есть всеми. Даже самим Господом Богом есть недовольные, не то, что мной. Я говорила и повторюсь, если из 100 человек, которые ко мне обратились, 70 мной довольны, значит, я отличный мастер. Потому что есть люди, которые в любом раскладе будут тобой недовольны. Ты сделала одно, а они еще хотят. А что, и за это тоже нужно оплачивать? Это тоже работа, да?
Да, мы думали вот это. Все, им не понравилось, потому что ты говоришь, я сделал так, чтобы вы нашли работу, а теперь человек хочет сделать так, чтобы любовь пришла. Ты говоришь, это отдельная работа, это труд. Да, все, она недовольная. Конечно, она недовольна, потому что ей кажется, что на нее должны пахать всю жизнь. А я говорю, если вы один раз хлеб купили в супермаркете, отдали за это деньги, вы же не пойдете всю жизнь там покупать просто так? Конечно, нет. Вот это раз. Далее. Есть люди, которые получают твою помощь, но через некоторое время начинают бегать по разным бабкам и прочее, прочее. Они поганят, они портят твою сделанную работу. Потом приходят и говорят, вот у нас вот так вот. Я говорю, подождите, а вы говорили, что у вас все хорошо. Да, было хорошо, а потом я говорю, вы никуда не ходили. Потому что я смотрю и вижу 2 человека. Она упирается, потом признается. Да, ходили, мы просто хотели погадать, там посмотреть. Я говорю, а что вы от меня хотите? Я еще только с вами работала, вы уже бегали туда-сюда. 1 раз я исправила, 2 раз я исправлять не буду. Человек может быть недоволен мной? Конечно, может быть. То есть я говорю к тому, что недовольные люди, которым мне никогда не угодишь, которым всегда будет мало, и которые будут хотеть, чтобы вы пахали на них вечно, а если вы на это не соглашаетесь, то, конечно, могут распространять сплетни за спиной. За глаза не скажут, побояться, а за спиной скажут, конечно, много всякого, да? Так вот, такие люди должны знать, что если ведьма может вызвать и удачу себе в жизни, она может вызвать и неудачу в вашу жизнь, если вы несправедливо ее обвиняете. Учтите. Именно вот такие ритуалы, которые я сейчас даю практикам, да, они настолько сильны, настолько действенны, вот именно такие ритуалы будут вас ограждать от недовольных. Дорогие мои друзья, люди, которые практикуют в разных странах, люди, которые оттачивают свое мастерство, люди, которым это дано, люди, которые прошли такие же ады, как и я, собственно говоря, и знают и понимают меня. Вы прекрасно знаете, что вот именно вот эти защиты, эти ритуалы, эти вызовы, эти обращения к силам нас и ограждают от подобных существ и дают нам спокойно работать. Во все времена все практики делали себе подобные ритуалы и защиты. Для чего? Для того, чтобы спокойно работать. Они ставили себе запрет и защиту от властей, от тех людей, которые недобросовестно хотели копаться в их личной жизни, особенно в те времена советские, когда это все было запрещено, да, и постоянно преследовали таких людей силой. Они ставили себе защиту от каких-то катаклизм, катастроф, от внезапных нападений и убийств, потому что очень много желающих с тобой расквитаться, потому что ты лучше во многих отношениях. Ставили защиту от нищеты, от немилости богов и прочее. То есть вот все, что я вам дарю, сохраняйте. То, что касаемо практиков, она нам тоже нужна. Нам иногда лень. Вот просто лень, убийственная лень себя чистить, себя обновлять. Очистить нужно время от времени. Мы с людей это все стягиваем на себя. И чем больше и сложнее наши работы становятся, тем больше гадостей мы притягиваем от людей. Потом у нас очень много зависти. Вы знаете, время от времени раз и лопаются все лампочки. Или там, например, берешь бокал с холодной водой, и она у тебя просто лопается на руках. А у нас на Кавказе есть такое выражение «черный глаз лопнул» называется. Это говорит о том, что на тебя столько ненависти и зависти, что уже предметы твоего дома это вбирают в себя и просто за тебя отдают себя, собственно говоря, в жертву. Чтобы ваши кошки, собаки не болели. Понимаете, мы всю жизнь будем под прицелом тех людей, которые всегда стремились, хотели быть нами, но никогда не будут. И они всячески будут загрязнять нас, пытаться, по крайней мере, это делать. Люди, которые настолько безмозглые, что приходят и пишут, а правда, что про вас говорят, что вы там на кладбище людей отправляете? Я говорю, вы знаете, когда нет мозгов, это очень страшная беда, потому что если человек будет верить всему, что ему говорят и пишут, я уже не знаю, сколько я этих роликов смотрела, где там сказано, что Путин давно помер, и нашей страной правят какие-то роботы, инопланетяне. Если бы я сидела и всему этому верила,
я бы, наверное, уже была бы в палате номер 6, понимаете? Поэтому, когда вы мне задаете такой вопрос, а вот правда ли, что про вас говорят такое? Я говорю, ну, если вы сильно хотите верить, пусть это будет правдой для вас, да? Переубеждать никого не собираюсь и не нужно. И никогда не надо напрягаться, потому что умный человек и так поймет, дураку можешь сутками сидеть и талмуды читать, все равно толку будет ноль. Итак, вот от тех подлых людей, которые получили твою помощь, но хотят нагадить, то есть хотели бы нагадить, ну что-нибудь такое нехорошее написать. Даже если им это помогло. Поверьте, есть такие люди. Кто-нибудь скажет, что ну не может быть, если человек получил твою помощь и доволен, зачем ему писать? Я вас уверяю, что есть такие люди, которые могут получить твою помощь, быть довольны тобой очень, но захотеть что-то гадкое написать. Просто потому, что, может быть, им показалось, что ты еще должна была что-то сделать, да? Или им показалось, что мало было внимания в его сторону. Или просто гадкая душа. Есть люди, которые обожают извиняться, вернуться снова гадят. Потом уходят, снова извиняются, возвращаются и гадят. Я хочу привести одну цитату из дерьмогруппы, которая мне особенно понравилась. Там есть, по-моему, Алена Артемьева, что ли. Ну, во-первых, я бы хотела спросить, уважаемая Алена Артемьева, неужели вы думаете, что я людей отправляю на кладбище, и тем более, и так далее, и так далее? Если вы считаете себя умным человеком, то, наверное, умный человек, вообще первый показатель умного человека, это не верить всякой хрени, которую пишут вокруг, а делать анализы своим собственным умом. И если вы верите во всякую хрень, прям вот, знаете, бесспорно и сразу же, то я даже не знаю, что сказать. Что можно просто верить всякой фигне тут же на лету, что кто-то написал. Кого-то там очень сильно рекламируют, крутят, ладно уж, пускай рекламируют. Это дешевый трюк, и пусть дешевят себя дальше. Так вот, но она сказала одну умную фразу. Откуда я это знаю? Ну, угадайте с 3 раз. Она сказала одну умную вещь. То есть она говорит, зачем вам она нужна? Инга, ну вот сколько, что вы с этого имеете и что вы против нее можете сделать? Ну вот вы столько разоблачений какие-то. Разоблачения в чем, товарищи? Разоблачение – это размазать дерьмом фотографии. Это разоблачение. Мне кажется, разоблачение – это какие-то… Ну вот, например, да, человек оплатил труд, а я потом сказала, а теперь пошел вон. Вот это разоблачение, потому что это непорядочно. Да, человек оплачивает, а я говорю, а вот теперь ты в черном списке. Если это правда, то должна быть переписка, ну, скажем, чек, да, в крайнем случае, что вот человек оплатил, а я его послала, кинула в черный список, что-нибудь такое. Такого нет, не было. Разоблачение – это значит выявление на чистую воду. А когда разоблачением называют то, что просто она мне не нравится, и я хочу, чтобы она сдохла, это не разоблачение, это просто грязная черная зависть, которая жрет их души. Так вот, и она спрашивает, что вам эта Инга, зачем она вам нужна? И для чего вы это все делаете? Ей ответ. Сначала ее оскорбили, что она там засланный казачок и так далее, хотя я этого человека не знаю, и она меня, по-моему, не знает. Нам, что мы делаем, мы вот и после наших роликов люди от нее шарахаются. Но я вот не вижу, что люди от меня шарахаются. Мне кажется, людей стало еще больше. Это первый момент. Наша Светлова, вот эта вот, которая на каждом слове по 5 ошибок, у нее вообще, ей нужно бы сходить к логопеду обычно. Такие люди в детстве, им не хватало вот этой вот логопедической работы. Так вот, Светлова говорит, то, что мы делаем, из-за этого люди уже от нее шарахаются благодаря нам, что весьма смешно, и падают ее доходы. Мне прям интересно, откуда же Светлова взяла, что мои доходы падают? Мне вот прям, я не могу понять. Вот сегодня я несколько сотен книг отправила в Липецк, поскольку Яна занимается книгами, да? Несколько сотен. Можете прийти, распечатать книгу на особой бумаге, жесткой,
с картинами, цветной тираж и так далее. Это очень дорого стоит, мадам Светлова, чтобы вы знали. Потому что мои доходы не падают. Мои доходы повышаются. Вообще книги издают люди в тот момент, когда у них пик славы, чтобы вы знали. Книги издаются не тогда, когда они уже забыты, а когда как раз про них много говорят. Вот книги как раз в это время автором и издаются, потому что он в этот момент очень востребован. Но если это не знали случайно, изучите макроэкономику. Вдруг у вас мозги так начнут работать, потому что я много лет преподавала обществознание. Так что I'm sorry. Это раз. Доходы падают, она сказала. На что Алена Артемьева, по-моему, если не ошибаюсь, отвечает: ну, доходы-то, может, и падают, не знаю, но она-то не падает. Она не упала, да, доходы, может, и упали, но она не упала. И ничего вы против нее делать не можете и не сможете. И в конце концов надо ее отпустить и не всю же жизнь ей посвящать, сутками снимать про нее. У вас, наверное, есть дети, семья, дом, в конце концов. Вот на нее накинулись, ты такая-сяка и так далее. Да. Ну что сказать, даже если человек, который ко мне не очень хорошо относится, увидел эту правду, я думаю, что только надо быть слепым и тупым, чтобы это не видеть. Так вот, моя долгая лекция к чему? Моя долгая лекция к тому, что я сейчас подарю практикам еще очень действенный один ритуал, очень нужный в наше время, потому что мы себя должны защитить, мы себя должны закрыть от всех грязных личностей, которые могут нам что-то сделать. Именно потому, что я владею этими тайнами, товарищи и господа, именно потому, что я знаю магию, в отличие от многих, которые делают вид, якобы знают, что такое магия, и близко не знали. Именно поэтому я защищена, и вы можете 45 лет искать недовольных, вы их не найдете. Потому что есть определенные силы, которые этих недовольных к вам не допустят. Никогда. Понимаете меня или нет? Вы можете еще до старости, до пенсии этих недовольных искать, и вы их не найдете. Вы так искали интенсивно, но вы их не найдете никогда. Точно так же, как вы не сможете мне навредить травлей, потому что на это тоже стоит запрет. Точно так же вы не можете снизить мои доходы, потому что когда мне нужны доходы, я просто призываю определенные силы, и я владею умами людей. Я говорю, что надо делать, кого надо ко мне привести. И этот кто-то ко мне приходит, уходит довольным, счастливым, его работа получается, и я довольна, и он доволен. Есть определенные хитрости, есть определенные ритуалы, о которых говорить нельзя и не нужно. Но они существуют, дорогие мои. И они очень рабочие и очень сильные. Если мне нужны деньги, уважаемые товарищи там, из этой великой партии великомучеников, я просто иду, открываю окно и говорю. Да. Не буду говорить, что я говорю. Кружитесь, вертитесь по всем сторонам света, по всем углам земли, неба, во все недры, во все дома, во все умы. Вертитесь, крутите и так далее. Дальше не буду говорить, что. И ко мне приведите того, этого. От того-то такая сумма мне нужна, от этого такая сумма мне нужна, от той такая сумма мне нужна. И через минимум 2 дня эти все суммы у меня на столе. Вы понимаете, уважаемые шнабаки? Поймите, наконец, когда до вас дойдет, что есть колдовство настоящее, и оно работает. Именно по этой причине те, которые 4-5 лет назад всякие сплетни, всякие гадости, которые обо мне писали, берут, копируют в папку и снова кидают, и снова это крутит, эту хрень, и снова и опять ждут, когда будет против меня какая-то кампания, чтобы снова туда кинуть, никогда в своей жизни до конца своих дней успеха не добьются. Никогда. Это невозможно. Вы на что только не идете. Вы мне написали под роликами, не буду называть его имя, он хочет снять про тебя, он снимает, он снял. Я же сказала, это провокация, это чушь собачья, точно так же, как и с Писуем. Понимаете? Он снимает. Вы что, думали, что я настолько глупа, что вы своим тупым мозгом меня спровоцируете взять и снять ролик про него? Зачем? Я же сказала, пока меня никто не трогает, я никого не трогаю.
Вы настолько тупые, что вы взяли, перевели на армянский язык слова, какой-то набор слов выставили. Вы что, знаете, что думаете, что я не знаю свой родной язык и не могу отличить армянина от Google переводчика? Вы до такой степени тупорылые. Ну что ж делать? Судьба у вас такая, уважаемые. Так вот, еще один ритуал в копилку практиков для того, чтобы никогда ни один недовольный вами, или действительно недовольный, или просто недовольный, потому что характер такой гадкий, или специально подлый человек подосланный, неважно, чтобы ни один недовольный не мог добраться до тех дерьмогрупп, которые против вас будут, или до тех травли, или до ваших врагов, и не мог бы открыть рта. А те недовольные, которые захотят это сделать, вот сейчас узнают, что с ними может случиться, если они это сделают. Я имею в виду несправедливо недовольные. Понимаете? Не те, которые действительно чем-то недовольны. Когда человек недоволен, он тебе пишет. Ты переделываешь, ты усиливаешь это все, пока не добьешься результата. Это совсем другое. А когда человек подло идет доносить что-то и говорить что-то после сделанного добра, вот это другой вопрос. Вот как раз им этот ритуал и посвящен. Итак, берите свечу. Сделайте это несколько дней подряд, чтобы эффект был еще сильнее. Видите, здесь настолько сильная энергетика, что я даже не знаю, вот видите, все расплывается, просто расплывается. Хотя камера чистая, отличная. Вы видели, я веду прямые эфиры с ними. Итак, начнем. Черная свеча. И читаем 7 раз. Я призванная, я избранная с рождения и до смерти. В ремесле, в поклонении, в служении богам, в помощи роду людскому. Кто меня привел, кто меня избрал, тот меня и защитил. Вызываю я 3 черных демонов, даю им указ, даю им приказ. Первый демон недовольным замок на рты повесит. Второй демон на них страх нагонит. Третий демон навеки в тьму их изгонит. 3 демона недовольным рты закроют, на их сердца страх нагонят. Кто против меня недовольство скажет, тому черный демон дорогу в ад укажет. Запутает, тьмой жизнь его окутает, столько бед подарит, что он или она меня навек оставит. Будет уже не до меня. Кто рот откроет против моей работы, сотни раз умножится его заботы. В ад провалится, судьба навек развалится, навеки сгинет, разум его покинет. Судьба у него счастье отнимет, да будет так, и так будет. Читаю медленно, потому что темно, плохо видно. Хотя я слова знаю наизусть, но в любом случае, когда ты снимаешь, то немножко трудно и держать экран, то есть телефон, и говорить. Так что, уважаемые, ищите еще 50 лет недовольных. Настоящих недовольных, а не придуманных задницей. Так я тоже могу зайти и сказать, что Нельсон Мандела мне должен был 500 тысяч миллионов. Настоящих вы не найдете. Потому что сила ведьмам дана для того, чтобы от таких шмар себя оградить, свою работу тоже. И чтобы такие шмары никогда не могли ее трогать, затрогать или тем более навредить. А вот развлекать, конечно, вы должны и обязаны. Если помните, у каждой королевы во дворце были шуты, карлихи, шутихи, дурки, да? Вот считайте, что я, как у королевы Анны, держу таких же шутов, таких же карлих, дурок и прочее. Считайте так. Ваш леденцовый дворец, то есть ледяной дворец, извиняюсь, леденцовый-то, да, вам большая награда, ледяной дворец ваш не за горами. Всем удачи!